Представьте себе существо, чей мозг по размерам и сложности превосходит даже человеческий. Именно таким умом обладают дельфины, как показывают современные исследования. У млекопитающих, таких как афалины, мозг весит почти 4 фунта, что на 3/4 фунта больше веса человеческого мозга. Более того, он содержит вдвое больше извилин, что указывает на впечатляющую плотность нейронных связей. Эти серые обитатели морей обладают удивительными когнитивными способностями и умением решать сложные задачи. Они могут выбирать предметы по общей концепции и даже проявлять абстрагирование. Их языковые способности поражают. Дельфины общаются с помощью различных акустических сигналов и даже имеют слова. Базовые звуковые элементы и их комбинации, число которых превышает 10 тысяч. Это примерно соответствует словарному запасу многих людей. Удивительно, но дельфины еще и мастера командной работы. Они ведут коллективные охоты, демонстрируя невероятную координацию и общение в группе, что является признаком высокого уровня социального интеллекта. Изучая дельфинов, в частности афалин, ученые предоставляют нам бесценные знания о том, насколько разнообразным и сложным может быть животный разум. Но, как мы увидим позже, дельфины вовсе не единственные в этом мире, способные удивить нас своим умом. Теперь пора перенестись к другим замечательным интеллектуалам из животного царства и познакомиться с их интересными навыками. Дельфины – мастера коммуникации. Когда мы думаем о дельфинах, эти удивительные морские млекопитающие представляют перед нами сложную систему общения, достойную восхищения. Они издают различные звуки, включая щелчки, необходимые для эхолокации, а также свист и другие сложные звуковые паттерны, используемые для социальной коммуникации. Это своеобразные звуковые инструменты, которые дельфины правильно и последовательно применяют в зависимости от цели своего общения. Особенным фактом, описанным учеными, является наличие у дельфинов уникальных звуков подписей или свист автографов, которые служат подобием имен. Это позволяет дельфинам не только узнавать друг друга на расстоянии, но и устанавливать сложные социальные связи. Хотя полная расшифровка их языка остается загадкой, ясно одно: дельфиний способ общения весьма организован и структурирован. Когда дельфины охотятся и защищаются, они демонстрируют тактику и кооперацию, которые говорят о высокоразвитом интеллекте. Эти способности к решению коллективных задач и адаптивности в сложных ситуациях не перестают поражать даже наиболее опытных исследователей. За этим удивительным интеллектом скрывается еще много неизведанного. Дельфины, настоящие мастера взаимодействия, бросают вызов нашему пониманию животного разума, но они не единственные, кто поразит нас своими выдающимися способностями. Стоит только взглянуть на мир шимпанзе, которые, как оказалось, обладают уникальными навыками использования инструментов, и вы увидите, насколько разнообразен и многогранен животный интеллект. Шимпанзе. Инструменты и интеллект. Погрузимся в мир диких шимпанзе, обитателей африканских лесов, и узнаем, как эти умные приматы удивляют нас своим мастерством. Исследования показывают, что определенные группы шимпанзе, например, те, что живут в заповедниках Гвинеи или заповедниках Центральной Африки, виртуозно используют палочки для добычи термитов. Но это еще не все. У некоторых популяций стало традицией использовать камни для раскалывания орехов. Этот навык не передается через гены, а учится посредством наблюдения и обучения. Детеныши под присмотром матерей осваивают мастерство использования и создания инструментов. Шимпанзе поражают своими способностями к планированию и пониманию причинно-следственных связей, решая сложные задачи и выбирая подходящие материалы для изготовления инструментов. Предпочтение отдается гибким палочкам для термитов и прочным камням для орехов, что говорит о смеси врожденных инстинктов и тщательного обучения. Эти способности удивительным образом помогают шимпанзе адаптироваться к изменениям окружающей среды, способствуя их выживанию. Их умение использовать инструменты и передавать знания следующим поколениям вдохновляет и нас, людей, и демонстрирует, что интеллект может быть формой творческой адаптации. И пока мы исследуем дальше, нас ждет история еще более полная эмоций и удивительных фактов о сложной жизни животных. Слоны. Память и эмоции. Слон — это не только символ силы, но и обладатель выдающегося интеллекта и эмоциональной жизни. Начнем с того, что их гиппокамп, ответственная за память структура мозга, впечатляет своими размерами. У слонов он составляет около 0,7% центральной структуры мозга, против 0,5% у человека. Это объясняет их способность запоминать маршруты миграции и самые важные в саванне локации, такие как водоемы и пещеры. Эти гиганты запоминают лица и запахи, сохраняя информацию на протяжении многих лет. Однако, несмотря на большой мозг и 300 миллиардов нейронов, некоторые аспекты их когнитивных способностей уступают приматам из-за особенностей их зрительного восприятия. Эмоциональное богатство слонов проявляется в их заботе о потомстве и игры. Наблюдая за стадами, мы видим, как мощна их солидарность. В опасных ситуациях они готовы объединиться ради выживания в группы.
Эти формы поведения не только вдохновляют людей, но и показывают, какую роль играет эволюция в развитии социальных связей. Впереди нас ждут новые открытия, которые еще больше раскрывают загадки интеллекта животных. Оставайтесь с нами, ведь мы отправимся дальше, исследуя неожиданные проявления животного разума, которые не оставляют равнодушными даже самых опытных ученых. Умные птицы. Логика и прогнозирование. Среди множества птиц, живущих на нашей планете, вороны рода Корвус демонстрируют такие поразительные когнитивные способности, что их достижения нередко сравнивают с человекообразными обезьянами. Исследования, проведенные немецкими учеными из университета Оснабрюка, подтверждают, когнитивный потенциал воронов сопоставим с приматами по способности решать различные задачи и пониманию физического мира. Особенно впечатляющим является эксперимент, в котором вороны используют воду для получения недоступной пищи. Эти испытания, вдохновленные классическими опытами с новокаледонскими воронами, показывают способность птиц понимать причинно-следственные связи, благодаря чему они находят решение головоломок, используя подручные средства. Занимательные наблюдения также подтверждают, что птицы способны планировать действия и эффективно использовать приобретенный опыт для адаптации к условиям как городских джунглей, так и дикой природы. Они не только прогнозируют события, но и преуспевают в выборе сложных стратегий. Но одним из самых удивительных открытий стало выявление у воронов способности к рекурсии, когнитивной функции, связанной с вложенными структурами мышления. Это важное наблюдение в научном сообществе было сделано на основе экспериментов в Тюбингене, изначально разработанных для приматов. Эти находки расширяют наше представление о ментальных возможностях птиц и их интеллекта. Как и эти птицы, представители мира беспозвоночных находятся впереди поразительных открытий. Итак, давайте переместимся под воду, чтобы познакомиться с существом, которое указало путь к пониманию разума беспозвоночника. Разгадывая морские загадки, осьминоги показывают необычные навыки маскировки и решают задачи, демонстрируя новые аспекты животного интеллекта. Осьминоги – мастера маскировки. В мрачных глубинах океана обитает удивительный мастер маскировки – осьминог. Эти существа используют хроматофоры, пигментные клетки кожи, как истинные художники. Растягивая и сжимая их, они мгновенно меняют окраску, скрываясь от хищников. Дополняют маскировку другие структуры кожи, такие как папиллярные выступы, иридофоры и леукопоры, которые изменяют текстуру и отражение света. Но что действительно выделяет осьминогов среди животных – их интеллект и уникальная нервная система. 2/3 их нейронов располагаются в щупальцах, что позволяет им действовать автономно, одновременно манипулируя предметами и интегрируя зрительную информацию. Они с легкостью справляются с головоломками, используют инструменты вроде ракушек и камней, чтобы открывать банки, и демонстрируют способность к обучению и адаптации. Осьминоги способны обрабатывать сложные логические задачи и запоминать информацию, что ставит их в ряд самых умных существ среди беспозвоночных. Их высокоразвитый интеллект оказывается неожиданным как для обитателей морских глубин, так и для наземных животных. Наблюдая за этими хитроумными созданиями, мы постоянно задаемся вопросами о границах интеллекта и эволюционной мудрости. Пора изучить еще одну часть этого загадочного мира животных, где природа показывает нам совершенно другую грань понимания и взаимодействия с окружающей средой. Внимание переключается на пернатых мастеров не только имитации, но и осмысления. Попугаи. Имитаторы человеческой речи. Африканский серый попугай, или жако. Это настоящая звезда среди пернатых интеллектуалов. Эти попугаи не просто повторяют звуки, они могут понимать и использовать слова в правильном контексте. Не раз ученые экспериментировали с жако, и один из самых известных — попугай Алекс. Он показывал осмысленные реакции на задания с формами и цветами, демонстрируя абстрактное мышление и понятие равенства и различия. То, что отличает попугаев, это уникальные структуры мозга, которые аналогичны речевым центрам у людей. У некоторых попугаев, к примеру, волнистых, обнаружена высокая плотность нейронов, позволяющая запоминание и сложную обработку звуков. Благодаря такой нейропластичности сравнение с мозгом, как у птицы, стоит рассматривать как комплимент. Нельзя обойти вниманием и славу попугая по имени Пак, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса за впечатляющий словарный запас. Эта птица подтвердила невероятные вокальные способности и уровень осмысленности его речей. Попугаи превосходят многие ожидания, показывая, что интеллект может принимать самые разнообразные формы. Давайте теперь обратимся к существам, которые на первый взгляд просты, но обладают даром коммуникации и понимания, способными удивить каждого. Собаки. Люди и друзья. Собаки, которых мы чаще всего называем нашими лучшими друзьями, удивляют нас своими способностями понимать человеческий язык и эмоциональные сигналы.
Знаете ли вы, что они способны различать и запоминать около 100 слов? Это, конечно, приблизительное число, зависящее от породы, воспитания и условия содержания. Например, лабрадорам и бордер-колли это удается особенно хорошо благодаря их высоким когнитивным способностям. Интересно, что интеллект собак включает в себя так называемый общий когнитивный фактор, активно изучаемый учеными уже значительное время. Этот фактор объединяет способности решать различные интеллектуальные задачи, в том числе ассоциативное обучение и решение проблем, что делает структуру их интеллекта похожей на человеческую. Собаки известны своей невероятной способностью интерпретировать эмоциональные сигналы человека. Они разбираются в интонации, выражении лиц и жестах, что помогает им адаптироваться к эмоциональному состоянию своих владельцев. Например, они вполне могут проявить переживания, такие как страх, радость или тревога, хотя их понимание сложных абстрактных эмоций, словно вина, остается под вопросом. В мире рабочих собак знаменитые овчарки, лабрадоры и ретриверы показывают свои потрясающие способности. Благодаря превосходному обонянию они помогают находить вещества, которые людям недоступны, и поддерживать людей с ограниченными возможностями. Они решают простые головоломки, адаптируются к новым условиям и преуспевают в задачах, требующих выполнить сложные команды. Собаки постоянно удивляют нас, продолжая показывать новые грани своего интеллекта. Но их история — это лишь часть захватывающего мира разума животных. Впереди нас ждет нечто невероятное, что поднимет нашу любовь и восхищение к этим животным на новый уровень. Крысы. Поведенческие исследования. Крысы, пожалуй, одни из самых способных к обучению животных, что подтверждается множеством исследований. Одним из самых известных экспериментов с ними является использование лабиринтов. Эти грызуны быстро обучаются находить кратчайшие маршруты и запоминают их на удивление точно. Крысы обладают удивительным пространственным воображением, что дает им возможность эффективно ориентироваться в новых и сложных условиях. Известный эксперимент продемонстрировал, что крысы могут проявлять эмпатию. Они помогают своим сородичам выбраться из искушающего соблазнительной награды капкана, часто даже отказываясь от собственных привилегий. Такое поведение подчеркивает высокий уровень социальной организации и восприятия, присущие этим существам. Один из уникальных примеров взаимодействия крысы с технологиями был проведен в российских исследованиях. Крыса по имени Пифия демонстрировала способность взаимодействовать с искусственным интеллектом для ответа на заданные вопросы, что показывает потенциал для более глубокого изучения их нервной и когнитивной активности. Крысы поражают своим интеллектом, великолепной способностью адаптироваться и обучаться. Будь то сложный лабиринт или новые технологические вызовы, они показывают, что даже небольшие представители животного мира могут скрывать в себе огромные загадки и открытия, которые еще предстоит разгадать. Тема интеллекта животных не окончена, и вскоре мы заглянем в другие удивительные уголки биологической эволюции. Голуби. Ориентация в пространстве. Разве не удивительно, как голуби способны возвращаться домой, преодолевая сотни миль? Их уникальная навигационная система вызывает восхищение благодаря использованию солнечного компаса, звездных карт, магнитного поля, запахов и даже низкочастотных звуков, которые помогают им строить детальные маршруты. Этот процесс остается захватывающим примером природной гениальности. Научные открытия множества исследователей подтверждают, что голуби обладают биокомпасом, основанным на нейронных группах в мозгу, которые реагируют на магнитное поле Земли. Эта адаптация заменяет теорию о магнетите в их клюве, чьи остатки, как доказали австрийские эксперты, результат разрушения клеток крови, а не навигационный сенсор. Примечательные способности голубей по восприятию окружающего мира связаны с их умением использовать низкочастотные звуки как сигнал для навигации, поддерживая прикрепление к маршрутам удивительной точности. Их память также играет ключевую роль, позволяя голубям запоминать визуальные ориентиры, такие как здания и дорожные пути, для построения сложных ментальных карт. История полна примеров, как голуби задействовались в важных миссиях, где точность и надежность были критичны. Эти птицы передавали сообщения в период войн и научных экспедиций, служа ценными союзниками благодаря своей непревзойденной способности находить дорогу домой. Следующий наш шаг в исследовании станет настоящим открытием. Мы перейдем к описанию другого вида, который удивляет своим коллективным интеллектом и умением создавать целые системы, демонстрируя, как природа может порождать сплоченность и гармонию, вдохновляемые общими целями. Муравьи. Коллективный разум. Муравьи демонстрируют удивительное коллективное поведение, создавая сложные подземные гнезда с разветвленными туннелями и камерами. Эти структуры, ограниченные лишь размером колонии, поражают своей функциональностью и организованностью. Некоторые виды муравьев выделяются особыми инженерными талантами, создавая живые мосты из собственных тел для преодоления препятствий, таких как вода или неровная местность. Эти коллективные решения возникают благодаря генетическому программированию и простым правилам реагирования на сигналы феромонов. В муравейниках информация передается через химические следы, своего рода язык, с помощью которого муравьи обмениваются данными о пище или опасности. Это взаимосвязь
взаимосвязь эффективна, и муравьи могут быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Исследования муравьиных колоний привели к созданию муравьиных алгоритмов в информатике, вдохновленных их поведением. Эти алгоритмы помогают решать сложные задачи оптимизации, такие как задача камевояжера, доказывая, что даже простые инстинктивные модели могут вдохновлять достижения в области технологий. Муравьиная организация своими распределенными ролями и коллективными реакциями вдохновляет нас на разработку систем с децентрализованным управлением, где каждый элемент функционирует согласованно с остальными. Эти идеи продолжают подсказывать людям новые подходы к решению современных задач, показывая, как уникальны и многогранны могут быть механизмы выживания в природе. Но на этом наше путешествие не заканчивается. Впереди еще много открытий о животных, чьи интеллектуальные способности меняют наше представление о разуме и эволюции. В заключение, что делать с интеллектом? Изучая интеллект животных, мы сталкиваемся с невероятными примерами их базовых и продвинутых умственных способностей. Например, свиньи могут управлять джойстиком для игры, проявляя понимание причинно-следственных связей. Исследования показали, что африканские серые попугаи способны не только считать, но и воспринимать концепцию нуля. И это всего лишь верхушка айсберга, когда речь идет о сложных интеллектуальных проявлениях в животном мире. Не стоит забывать и о шимпанзе, с которыми человек делит около 99% общей ДНК. Это генетическое родство объясняет их высокий интеллект и способность к сложным социальным взаимодействиям. Но интереснее то, как данный факт заставляет нас переосмыслить собственное понимание адаптации и социальной организации, напрямую влияя на восприятие окружающего мира. Осьминоги с их необычной памятью и способностью решать сложные задачи — еще один впечатляющий пример животного разума. Эти существа демонстрируют высокоразвитый интеллект благодаря всему 2/3 нейронов, расположенным в щупальцах, что позволяет им справляться с лабиринтами и манипулированием объектами с легкостью. Интересно, как исследование интеллекта животных побуждает нас создавать новые технологии и подходы. Мы видим это в биомиметике и робототехнике, где наука вдохновляется способностями дикой природы. Муравьиные алгоритмы — яркий пример того, как простейшие инстинктивные решения муравьев вдохновили современные вычислительные методики. Изучение интеллекта животных не только обогащает наши знания о самих себе, но и открывает новые горизонты для технических и социальных инноваций. Наука предлагает нам глубже понять, как важен разум в природе и как мы можем применить эти знания для нашего будущего. Важно осознать, что в наблюдениях за животными заложен ключ к лучшему пониманию нашего места в этом мире и способностям, которые мы, возможно, только начинаем осваивать.